Занятие первое. Падение в ады. Продолжение номер 2. Да, первый заход, служение Богу и служение злу. То есть служение Богу, служение злу — это как такое идеологическое направление, что правильно, да, и кому служить, и почему служить. И дальше несколько программ, да, эта тема та же самая, падение воды и их предотвращение, и немного дополнительные программы, почему это происходит. Следующая программа — целенаправленное служение злу. Это что? Оправдание и сами как таковые преступления. Ну, предположим, там фашизм, да, это уничтожение народов, там, культуры, религии, да, вместо того, чтобы следовать духовному закону. Да, противоположное — это все по закону. Есть духовный закон, есть социальный закон, там много в нем хорошего бывает, да, но основной — это духовный закон. То есть есть предназначение человека, там мужчины, женщины, страны и подробности. Да, вот следовать закону. Вот долг человека — познавать этот закон и следовать закону, чтобы высшие силы говорили: правильно, молодец, давали и энергию, и чтобы у человека была возможность двигаться вверх. Следующая программа — целенаправленное служение Богу и целенаправленная борьба с Богом. Да, целенаправленное служение Богу — это что? Позитив утверждать, зло устранять. Да, это учителя, влияние на большую аудиторию, суть работы, да, освобождать человека от зависимостей негативных и усиливать в нем позитивные убеждения, позитивные ценности, да, перевод на путь света. Целители примерно то же самое индивидуально. Воины света, да, это сражаться в жизни и в своей, и вокруг себя, так, чтобы позитивные ценности побеждали. Да, да. Поэтому есть целенаправленное служение Богу, да, это освобождение от зла и утверждение света. И есть борьба с Богом, делать точностью наоборот, уничтожать духовные ценности, развращать людей, да, топтать идеалы. Да, это, скажем, потомки обезьян и других животных, да, то есть в смысле обывателя. Да, то есть человек светлый, да, кому покровительствуют боги, у него есть высокий дух. Да, он понимает, по крайней мере, основное предназначение — это развитие и служение. У него это есть. У него есть высокий дух и стремление раскрытия потенциала, да, и покровительство сил света. Обыватель — это что? Главное — материальное. Дом, работа и в быт. Да, человек идет. Высокого духа там нет, развития нет. И определенный процент посетителей адов — это когда человек быт, 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 и так десятки воплощений там примерно на одном уровне колбасится. Что, развития ж нет? Нет. Стремления к высокому? Нет? Нет. Да, и тогда как человека выйти из этого застойного состояния? Да, периодически обрушивать его вниз. Немного вниз, не понял, значит, определенный процент людей чисто из-за того, что это просто обыватель. Следующая программа, пожалуйста, слушаем. Это поклонение не Богу. Да, есть различные формулы, там, деньги, власть. Для кого это самое главное. Для другого там есть другая формула жизни, там, интим, рок-н-ролл и наркотики. Для кого-то главная семья, да, в том числе погибшие цивилизации. Это те, у которых с этим законом были сложности. Они не реализовывали предназначение, они не ставили на первое место Бога. А зачем им существовать? И заключительный блок. Это оправдание проблем, да, не развитие, противоположность — это развитие. Что желательно иметь в виду? Вот, предположим, вы от чего-то позитивного отказываетесь. Неважно, там, оценки, там, планы, спорт или еще что-либо. Ведь когда вы принимаете решение, да, я не буду этого делать, я не хочу там, да, принимать какую-то ценность. Это что означает? Или у вас входит негативная программа, или вы подтверждаете и усиливаете негативную программу, да, оправдываете, защищаете ее дальше и уменьшаете свет. Да, это же желательно понимать, как это происходит. Мелкое такое предательство. Да, поэтому не нужно обесценивать мелкие действия. Не нужно себе прощать мелкие слабости, гадости, мерзости. Не нужно. В целом они в конечном итоге ведут к тому, что смотреть на себя неприятно в зеркало. Да?
Поэтому не должно быть оправдания проблем. Должна быть только список, когда, за какую человек принимается. Да? Потому что задача развития – это полное освобождение от зла и раскрытие всего потенциала. А если это я оставляю, а это пытаюсь убрать, ну, это не путь света, да, это путь. Где-то зло, где-то свет.